Всем привет! С вами Mac by Bird и рада видеть вас на своем канале. Итак, как вы уже догадались по названию видео, сегодня мы будем с вами пробовать себя в роли дизайнеров интерьера, если так можно сказать. Мы будем обустраивать комнаты в соответствии с их предназначением, однако каждая комната будет различаться по бюджету. Я думаю, что вы уже наверняка знакомы с данным форматом. Формат этот абсолютно не новый, поэтому давайте скорее будем начинать обустраивать наш дом. А в определении бюджета нам поможет кубик. Слева вы можете увидеть, что нам выпало число 5, и мы начинаем с кухни, совмещенной со столовой. Хочется отметить, что число, которое может нам выпасть, это от 1 до 6, где 1 это 1000 симолеонов, 2 это 2000 симолеонов и так далее до 6000 симолеонов. Заранее, за кадром, перед этим видео я построила очень быстро дом и особо не заморачивалась по поводу планировки, что устроило мне дополнительный челлендж, так как пришлось решать вопросы размещения предметов таким образом, чтобы все работало. Как раз на кухне вы можете видеть, что я очень долго пытаюсь сделать так, чтобы холодильник не перекрывал окна, тумбочек было больше, чем одна, и обязательно был большой стол на всю семью. Я, кстати говоря, предварительно решила, что семья будет состоять из 5 симов, а именно 2 взрослых родителей и 3 детей разных возрастов, от тоддлера до подростка. В принципе, в этом доме, я думаю, можно было бы переосмыслить планировку и разместить больше симов, чем я предположила. Мне вот, если честно, на самом деле очень нравятся маленькие дома и большие семьи, чтобы геймплей был, знаете, вот осложнен и была возможность подумать, как и что разместить. Ну и, конечно же, нам был нужен детский стул, который, к сожалению, я не смогла никуда пристроить, поэтому было решено, что кормить ребенка Сима будут у себя на коленках. Что хочется отметить? На какой-то панике я не забыла установить сигнализацию, пожарную сигнализацию, естественно, посудомойку и даже смогла повесить шторы и как-то маломальски украсить нашу кухню. Однако, обычно я размещаю на кухне мусорку, а в этот раз я ее не поставила, но оставшийся бюджет мне бы позволил спокойно это сделать. В принципе, кухня получилась довольно уютная, на мой взгляд. Да, возможно, не такая большая, но, однако, у нас здесь все жизненно необходимое установлено, и мы практически ничего не забыли. Ну и где-то здесь я понимаю, что я забыла построить лестницу к дому, и сейчас я ее добавляю. Перехожу обратно в режим жизни, и вы можете наблюдать, что все у нас замечательно работает. Поэтому мы бросаем кубик вновь, и нам выпадает число 2. Чтобы все было честно, я воспользовалась кодом money пробел 2000. Да, отлично, у нас выполнена жизненная цель, замечательно. И мы начинаем обустраиваться. Вторая комната – это ванная, совмещенная с туалетом. И я сразу же размещаю свет. Далее я начинаю подбирать самую недорогую, но симпатичную сантехнику. Конечно, с первого взгляда мне показалось, что 2000 симолеонов довольно мало для того, чтобы обустроить нормально ванную комнату. И я решила поставить все самое необходимое. Я разместила ванну, разместила туалет, раковину и зеркало. Я понимаю, что у меня еще остается целая 1000 симолеонов, поэтому я решаю поставить еще и душ и, конечно же, украсить нашу ванную. Размещаю мелочевку, это туалетная бумага, ковер, мне, кстати, такой очень нравится, мягкий, белый и с дополнением снежной просторы. А также разместила картину, халатики и успела повесить полотенце. Ну и по традиции я отправляю свою симку вновь проверить, все ли работает. Отлично, у нас все замечательно работает. Мы можем помыть руки, сходить в туалет, принять душ. Ну и, конечно же, не забыть оставить лужу после себя. Далее мы вновь бросаем кубик, и нам выпадает число 5. И это прекрасно, так как сейчас нас ждет гостиная. Вновь с помощью кода я добавляю нам 5000 симолеонов. И обычно в гостиной я размещаю телевизор, диван, кресло, книжный шкаф. В принципе, сложности как таковой с гостиной не возникло. Ну да, возможно, не такой уж и большой телевизор, зато есть, зато свой. Прихожая здесь переходит сразу в гостиную.
Я обычно ставлю полки для обуви, вешалку для одежды и подставку для зонтиков. Это обязательно есть в каждом моем доме, в котором я играю. Также я обожаю размещать в доме шахматы, так как они помогают развивать интеллект как у взрослых, так и у детей. Кстати, расскажите, без чего ваш дом не обходится и что обязательно должно быть у ваших симов. Напишите, пожалуйста, в комментарии. Ну а мы вновь отправляем симку проверить, не перегораживают ли шахматы вход в спальню, совсем ли симка может взаимодействовать. И вновь бросаем кубик, нам выпадает число 1. Как вы понимаете, это 1000 симулеонов, и следующая комната это спальня родителей. Где-то здесь я начинаю психовать, ведь я понимаю, что в планах было поставить в спальню рабочее место с компьютером. Даже самый недорогой компьютер закроет нам дорогу на пути к кровати. Но ведь это же спальня, как без кровати? И, собственно, мне в этом очень сильно помогла бы кровать. Будем считать, что симы только-только переехали и решили по минимуму сделать ремонт. Также я разместила прикроватные тумбочки и рабочий стол. В попытках найти адекватный по форме стул и при этом недорогой, я нашла оранжевый стул и решила подкрепить все это дело оранжевым ковром. Попыталась также удалить тумбочку, чтобы повесить шторы, ведь как-никак первый этаж, с улицы все видно, но, увы, мне бы хватило только на одни шторы, а окон, как вы видите, у нас 3 штуки. И мы вновь бросаем наш кубик, бюджет составляет 3000 симолеонов, я выдыхаю, понимаю, что после спальни родителей мне уже не страшно. Сразу же огромное спасибо разработчикам за двууровневые кровати, наконец-то мы их дождались. И, как я говорила ранее, у нас 3 детей разных возрастов, и тоддлерам в том числе требуется кровать. Также я размещаю кубики для развития сразу же 2 навыков малышей, мышления и передвижения. Обязательно размещаю ящик с игрушками для развития воображения. И, конечно же, для того, чтобы симы смогли делать уроки, ставлю 2 небольших стола. Эта комната вышла намного уютнее, как мне кажется, чем спальня родителей, даже есть занавески. Однако, что я еще забыла разместить в комнатах, так это гардероб. Его нет ни в спальне родителей, ни в спальне детей. Немного обидно. Ну что ж, и вот полностью обход моего дома. Здесь я уже добавила растительности на участок, мусорки и изменила почтовый ящик. Было очень любопытно так поиграть. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, расскажите, что вам понравилось больше всего, что хотели бы увидеть в следующих роликах. Всем удачи и отличных выходных!